Всем привет, меня зовут Петр, ник в игре Look at Me, я капитан команды Snow. Сегодня будет гайд на одного из самых лучших и популярных саппортов в игре — Катрин. Основная роль Катрин — это саппорт, то есть герой, который поддерживает своих кэрри и помогает им уничтожать соперников. Некоторые считают игру за саппорта не столь увлекательной, как на кэрри, потому что саппорты наносят небольшой урон и имеют мало убийств на своем счету. Но игроки высоких уровней понимают, что от саппорта в сражении зависит как минимум половина успеха. Правильный подбор итемов, своевременное их применение, выбор правильной позиции, своевременная инициация и отступление, умение оказаться на линии в лесу в нужное время, чтобы избежать ганков — все это зависит от саппорта. Проще говоря, саппорт — это 50% в командной игре. Ну а теперь посмотрим на Катрин, или по-нашему просто Катю. Катрин является самым лучшим инициатором в игре. Она способна подойти вплотную к вражеским кэрри благодаря своему отражающему щиту, оглушить их и лишить возможности использовать свои способности на длительное время. Пассивной способностью Катрин является получение одной единицы щита и брони каждый раз, когда оглушает соперника. Количество этих единиц можно увидеть в левом нижнем углу. То есть, чем дольше идет игра, тем больше у Кати появляется дополнительной защиты. Первая способность называется безжалостная погоня. Во время ее применения у Кати увеличивается скорость передвижения, и при достижении цели Катя оглушает соперника. Из-за большого времени восстановления, 13 секунд на каждом уровне, хорошие Катрин никогда не используют оглушение просто так. Они стараются оглушать, когда уверены, что кэрри могут доставить до врага своими заклинаниями. Например, Селеста или Джоуль могут попасть своим станом до врага. Но самым лучшим использованием безжалостной погони является, конечно, прерывание использования вражеских способностей. Самый простой пример — прервать кастование ульты Скарфа или Адажа, если они забудут использовать отражающий блок. Немного сложнее — прервать ульту Кошки либо форсаж Глейва в момент прыжка, либо ульту Джоуль. И высший уровень использования безжалостной погони — это прервать клетку Ордана в момент его прыжка, либо ульту Крепости в момент, когда он начинает призывать стаю волков. Поэтому вы должны стараться предвидеть, как враги будут использовать свои способности и заблокировать их использование. Тем не менее, при форсировании этой способности лишь немного увеличивается продолжительность оглушения, поэтому на первом уровне прокачиваем сначала ее, а в дальнейшем прокачиваем ее в последнюю очередь. Вторая способность называется Страж Бури. Страж Бури — это пульсирующий шар, который наносит урон всем врагам вокруг, а также поглощает и отражает урон. Эта способность делает Катрин практически неуязвимой на короткое время, но продолжительность пульсирующего шара снижается на полсекунды от каждого отражения урона. После завершения действия Стража Бури Катя становится гораздо более уязвима, поэтому будьте уверены, что сможете выйти из-под фокуса врагов до восстановления щита. При форсировании существенно уменьшается восстановление, а также увеличивается урон при приближении и отраженный урон. Поэтому стараемся форсировать Страж Бури как можно быстрее. Отражается урон в действительно приличном количестве на всех вражеских и нейтральных существ вокруг. Поэтому при игре против Катрин не атакуйте ее во время действия Стража Бури, если ваши союзники рядом имеют маленькое количество здоровья. Отраженный урон может их убить. Ульта Катрин называется Взрывной налет, и это одна из тех способностей, успешное применение которой выигрывает сражение. На конусообразной площади перед собой Катрин наносит урон и дает сало врагам, от английского silence — тишина. Это самое продолжительное сало в игре, которое на максимальном уровне продолжается 3,5 секунды. Позволяет уничтожить всех врагов, пока они не могут применить свои защитные способности и предметы. Самым главным при использовании взрывного налета — убедиться, что после сала ваши союзники могут достать до врагов. К сожалению, очень многие Катрин дают сало, когда союзники кэрри слишком далеко, либо враги слишком далеко, и получается, что эта невероятная способность оказывается потрачена впустую. Саппорты экстра-класса могут блокировать сало от Катрин с помощью горнила. Именно эти доли секунды решают исход игры на высоких уровнях, либо успешное сало, либо его блок. Вряд ли у вас будет получаться это на первых порах, но с каждым разом вы сможете делать это все успешнее. Для этого нужна практика. Правильная и своевременная закупка предметов для саппорта является очень важной частью игры. Я расскажу про общие предметы для Катрин, а также про пару предметов более подробно.
Про остальные предметы подробно буду рассказывать в следующих гайдах, чтобы сохранить интригу. Основных предметов для Катрин 5. Это фонтан обновления, горнило, боевой рог, наплечник от лата и часы. Начинаем всегда с покупки договора Железного Стража. И смотрим, как правильно его использовать в видео, которое называется «Как правильно фармить» у нас на канале. Саппорт не должен покупать предметы, которые полезны только для него, а не для команды. Например, эгиду и металлический жакет. Саппорт должен быть уверен, что именно кэрри выживут, потому что они смогут сделать гораздо больше, если останутся в живых. В некоторых случаях саппорт может даже пожертвовать собой, если кэрри выживут и сделают эйс. Сегодня более подробно расскажу про фонтан обновления и горнило. Фонтан является основным предметом для покупки после договора Железного Стража. Он дает прибавку здоровья, а также щит и броню, что делает саппорта более выживаемым в сражениях. Его применение восстанавливает здоровье союзникам. При этом, чем меньше здоровья у союзников, тем больше он восстанавливает. Старайтесь поймать момент, когда у кэрри осталось совсем мало здоровья, но он еще не умер, и использовать фонтан. Горнило следует покупать, если у врага есть массовые способности. Например, ульта Адажу, Селесты, Питаля, Катрин. Кроме того, горнило дает прибавку к здоровью, что также помогает жить в сражениях дольше. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, следите за нашими стримами, ссылки в описании. Всем пока!